Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня в кадре педикюр. Мне очень понравилось участвовать в марафоне, в прямом эфире. И вы знаете, я поняла для себя одну вещь, что нужно побольше снимать сложных случаев. Не с идеальной ногтевой пластиной, как у меня это часто бывает, я просто показываю эстетику, как красиво обработать. А вот побольше вот таких вот вариантов, когда есть какие-то проблемы, когда нужно работать с осторожностью. И сегодня я хочу показать вам одну мою постоянную клиентку, которую я никогда не снимала для видео. Как раз сейчас уже начинается осень, скоро мы будем переходить на закрытую обувь, и уже будет больше популярно обычное покрытие лаком. Но для этой клиентки сезонность не имеет значения, потому что мы круглый год покрываем ногти обычным лаком. Здесь дело в том, что гель-лак просто противопоказан. В данном случае можно увидеть, что ногти очень скрученные, особенно на больших пальчиках. И когда эта клиентка покрывала одно время гель-лаком, мастер ей постоянно спиливала и спиливала ногтевую пластину. И в итоге она дошла до того, что ногтевая пластина, которая и так склонна к скручиванию, под толстым слоем гель-лака еще больше закрутилась, поврастали уголочки. И получается, что ноготь стал похож на треугольник. То есть в зоне кутикулы основание треугольника, а ближе к торцу получился пик треугольника, то есть сужался ноготь. Вот с таким вот примерным состоянием эта клиентка пришла ко мне. Но параллельно с тем, как она у меня делала педикюр регулярно, она еще ходила к подологу, чтобы выровнять всю эту ситуацию. И вот сейчас вы видите лучший вариант из того, что мы совместно с подологом смогли сделать. Большой ноготь практически выровнялся, я имею в виду ширину ноготочка у кутикулы и у торца. То, что он арочный, это понятно, никуда это не денется, это его физиология. Арочку мы немножко приподняли, но если не покрывать эти ногти гель-лаком и регулярно ходить на педикюр, то ничего врастать нигде не будет. Пока я рассказывала вам всю эту историю, я срезала ровненько ногти, подпилила пилочкой, слегка закруглила уголочки и далее пушером отодвинула кутикулу. Ногти желтые от того, что мы постоянно покрываем их обычным лаком. Сейчас я все это зашлифую. Далее работаю фрезой почка с красной насечкой. Она очень мягкая, она не истончает ноготь. Ею я просто шлифую ноготочек и убираю птериги, который нарос на ноготь. Фрезой почка я работаю на форварде на 15 тысячах оборотов. And trying to be tough all the daytime. You try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No. Далее работаю фрезой пламя с синей насечкой на 15-17 тысячах оборотов. Эта фреза остренькая, она хорошо подходит для работы в синусах и в боковых валиках. Единственное, в боковых валиках работаю очень аккуратно, чтобы не пропиливать пузиком фрезы стенку ноготочка. Если я буду из педикюра в педикюр пропиливать стенку боковую, ноготь тоже начнет опять скручиваться еще больше. Поэтому в боковой стенке стараюсь работать только по коже. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. Далее переключаю реверс и обрабатываю правую сторону.
На этом этапе я оставляю пальчики в таком состоянии и перехожу к обработке стопы. Стопы обрабатываю своим любимым способом – дисками. Работаю сначала файлом на 100 грид на 13-14 тысячах оборотов. Этим файлом убираю самые грубые участки кожи, натоптыши, омазолелости и так далее. Диском работаю под углом 45 градусов. Здесь у нас немного натаптывается на пяточке, но самая большая часть это натоптыш на плюсневой части и на большом пальчике. Теперь меняю файл на 180 грид, это шлифовочный файл или еще его называют промежуточный, но он в работе обязателен. То есть вы можете использовать для первичной обработки либо 100 грид, либо 80, но обязательно потом 180 и обязательно какой-то полировочный, либо 240, либо 320. В данный момент я обрабатываю пальчики 180 гридностью. В работе с дисками, особенно на пальчиках, очень важно зафиксировать хорошо палец, чтобы он не болтался. Обычно для пальчиков используют маленький диск, S-очку, но мне, честно говоря, лень тратить время менять диск, поэтому я справляюсь с диском M. Еще раз повторюсь, здесь важно зафиксировать хорошо палец, чтобы он не болтался. Еще обрабатывая пальчики, я немножко снижаю обороты. Теперь меняю файл на 240 грид, прибавляю обороты до 20 тысяч и быстренько все полирую. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof, go on and shoot me down. I will always get up again. You're looking at me so cold. Get over yourself, are you for real?
Why are you looking at me so cold? One's love is now we're enemies. You try to make yourself feel better by taking me down. Обработка стоп на этом завершается. И теперь я опять приступаю к пальчикам. Сбрызгиваю все хорошо мыльной водой, размягчаю кутикулу, еще раз прохожусь пушером, все вычищаю подногтевые мозольки. Лучше это, конечно, делать кюреткой, в данный момент я делаю пушером. Но я привыкла работать пушером, поэтому тоже аккуратно это делаю. Теперь, когда я повычищала все с помощью пушера, наметила себе линию, которую буду срезать, дальше работаю ножничками. Аккуратно срезаю прямую линию. Для хорошей работы ножнички должны обладать тонким полотном и идеальной заточкой. Далее работаю накожницами. Если где-то что-то осталось в синусах, в боковых валиках, я это все дорабатываю накожницами. Специально сегодня не ускоряю работу накожницами, так как очень многие просили об этом в комментариях. Вот, пожалуйста, сегодня все для вас. Накожницы в работе я использую от торговой марки Olton, размер М. Еще раз показываю работу на маленьком пальчике. И на этом этапе я завершаю обработку стоп, пальчиков, и остается лишь навести красоту, покрыть ногти лаком. Так как я уже зашлифовала ногтевую пластину, уже все более-менее ровненько. Сначала покрываю ногти обычным лаком прозрачным. Это нужно для того, чтобы еще больше выровнять ноготочек и чтобы пигмент с яркого лака не переходил на ногтевую пластину. Но он все равно переходит, вы видите, ногти были изначально желтые, но все равно я обычно всегда покрываю сначала ногти прозрачным лаком. Потом наношу 2 слоя лака и в конце закрепитель.
Проблему с хорошим высыханием обычного лака мы решаем очень просто. Дело в том, что клиентка всегда приходит на маникюр и педикюр, и мы сначала делаем педикюр, а потом, пока мы делаем маникюр, все хорошо просыхает. Еще я не встретила в своей жизни сушку, хорошую для обычного лака. Если, может, кто-то знает, подскажите. Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. Вот такая вот у меня была сегодня работа. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Try to make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong. I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will. Я всем желаю хорошего настроения, здоровья и до новых встреч. Пока-пока. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof, go on, shoot me down. I will always get up again. You're looking at me so cold. Get over yourself, are you for real?